Сейчас еду за ЗИФ-77 мопедом. Машина сейчас греется, а то сегодня ночью холодно было. Че, вот такой, короче, мопед. В общем, расскажу, как приедем. А уж там гора, блин. Да. Ну, сейчас ее поставлю. Сейчас она съедет просто-напросто. Ну что, пока едет вроде мопед. Ты в этих сапогах как это? Секс-рабынь какая-то. Да, серьезно, какие модные, блядь. 82-го года, ну ты чё, да аккуратно. Я в сланце, не знаю, с тобой пойду, не пойду. Решил грибочки посмотреть. Да, грибочки? Хилочки. Сейчас поедем. Домой наконец-то отвезу его. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Деточка. Что ты привезли? Мопедка, будешь теперь кататься на ней. Запах. Да, тросики, кстати, очень редкие, смотри какие. Я уже вижу, хренадёж. Хренадёж. Я поэтому спрашивал у него. Ёлки-моталки, Да. что есть? Да. Вообще класс. Ну что, надо разгрузить его сейчас, и все. Знаешь, что это такое обозначает? Че? Ну, почти что, наверное, догадываюсь. Бабушка такая с важным лицом. Едут? Да. Какие? Сейчас. Сейчас. В общем, вот привез. Это я его вчера Карпаты пробовал заводить, но у меня искры нет что-то. Ну, она есть, она слабая, короче. В общем, привез. Сейчас попозже посмотрю, что с ним. Отмою его. У меня сегодня радостное известие. В общем, я приобрел мопед, который я давно хотел. Это ЗИФ-77. 81-го года, кстати, мопед. Вон, 81 год написан, не знаю, видно? Наверное, да, видно. Именно мопед, потому что мотор педали, то есть привод здесь педальный. То есть сначала педалями разгоняешься, вот, и уже мопед приводится в действие, в движение, вернее. Мотор здесь Красный Октябрь завода, D6, вон там, может, видно, D6, да. Но здесь только вот что не хватает: колпачка и высоковольтного провода на катушку идущий. Потом здесь не хватает. Здесь вот переднее колесо есть, нету крышки с тормозами, с колодками. Камеры есть. Он только сказал, там сосок надо подклеить. Потом, что еще не хватает? Так, сейчас скажу. Так. Не хватает защиты цепи. Здесь такая толстая защита цепи идет. Ну, в принципе, не страшно. Вообще, продавец молодец, конечно, мы с ним очень быстро договорились. Вот, он как бы за одну цену ставил, я практически вдвое у него сторговал, как бы. Вот, и мы с ним на нейтральной территории встретились, и как бы он мне его передал. И я на Жигули его вот отвез. Вот этот мопед у него на ригах, здесь только вот один рычаг был. На ЗИФ-77 здесь два рычага. Вот, здесь это вот сцепление. То есть, если вот так нажать до конца, здесь такой срабатывает как бы ограничитель, и можно педали крутить, короче. То есть, не вместе с мотором, а просто как на велосипеде можно ехать. То есть, например, или что-то сломалось, или бензин закончился. Вот. Потом вот так берешь, пальцем подреживаешь, и все.
Она возвращается. Это тормоз переднего колеса. Это тормоз заднего колеса. Кстати, все работает. Ну, соответственно, пока еще, конечно, я не ездил, потому что он пока в таком состоянии, но вполне неплохой. Неплохое у него состояние. То есть хром вообще не подсвел, ничего. Здесь только его полирнуть. Багажник все родное. А сиденье тоже вот интересные здесь. Сюрпризом. Вот здесь можно, например, какие-то инструменты хранить. То есть классно вообще сделано. 81 год. Ну вот D6, я правда не знаю, что пока с мотором. То есть резинки вот эти вот на баке сохранились. Бак тоже вот такой вот открывается. Такая вертушка с резьбой. Запах. Такой. Запах вот просто не представляете. Вот моего детства запах. Я просто хотел что рассказать. У меня вот, ну, у брат Денис двоюродный. Он меня катал на таком мопеде. Потом мне дал прокатиться. Мне было 11 лет. Вот. Мы с ним, правда, потом упали, но это там история такая тоже. Он сел как бы вторым номером, и он меня посадил, чтобы я увез. И у него ноги длинные были, короче, и мы с ним грохнулись. Только я не помню, у него был Львив 77, или у него была Рига. Вот этого я не помню. Не помню. Но тоже педальный был. Просто это вот прям мое детство вообще. Я просто мечтал о таком мопеде. У меня вот Карпаты был, вот он у меня уже сколько лет, наверное, 11-12 в моих руках, вот я установил его. Вот тоже у меня на канале есть, но пока тут искра слабая и никак не могу подрегулировать трос, чтобы нейтраль найти. Так, в принципе-то он должен работать. Поршневой там менял, все, короче, это на канале у меня есть. Вот. По поводу ZIF, вот, кстати, еще у него такой вот глушитель, вот он идет, вот здесь заканчивается, вот труба выходит. Вот. То есть вот такой глушитель. На ригах он был как бы длинный, такой мотоциклетный. Мне вот такие нравятся. Он вообще необычный. Здесь идет рама такая дуплексная, ну, сверху, как бы и бак под рамой. То есть это вот такой необычный стиль. ZIF это завод имени Фрунзе, пензенский завод, который в 2014 году, по-моему, развалился. Как и многие заводы после СССР. Да, печально, но это так. Вот, кстати, фары похожи на К-750. Я сейчас вот тоже Касик собираю. Тоже у меня на канале он скоро выйдет. Так что это, подписывайтесь, кому интересна такая техника. У меня ее очень много советской. Вот. Тоже вот фара у задней очень похожа. Только, конечно, Касики там больше будет. Вот. Ну, что, цепи тоже все есть, потому что тут я искал на Авито. Ну, бывает, вот педальной цепи нету, то есть вот этой вот. То есть, а тут все цепи как бы есть, вот. Пока просто вот я не знаю, как работоспособность поршневой, надо все это разбирать, будет мыть. Я думаю, все смазать, все тросики тоже промывать бензином. Тросики вот такие, кстати, необычные, такие вот пружинные, такие железные, прям редкие, тоже хрен найдешь их. А, и вот, кстати, вот эта вот вещь, она очень дорогая. Ее тоже хрен найдешь. И стоит очень дорого отдельно покупать, она есть. Вот это родная вот эта вот штуковина. Фара вот такая интересная. Ну, на более ранних зифов здесь такое крепление было вместе вот как бы с вилкой. А тут вот такой вот сделали отдельное. Ну, классно, все родное, стекло родное, СССР он написано, сделано в СССР. А, еще крылья вот такие вот. Они не ржавые, не гнилые, вот видно, наверное, посмотрите. Вот. Здесь, кстати, не отломано ничего. Потому что бывало случай, что здесь вот были переломы, ломалось, короче. А здесь все не разболтано. Вот этот вот человек, с кем я как бы вот покупал, у кого купил, у него дед, он говорит, очень следил за ним. Соответственно, ну здесь подшито, правда, чуть-чуть сиденье, но это не страшно. Просто я про то, что говорил, ну, хороший очень как бы экземпляр, я считаю. Очень классный. Карбюратор такой маленький. Этот, по-моему, откручивается на несколько оборотов. Вот так вот делаешь, и он... Нет, что-то я не знаю. Я помню, что несколько, по-моему, то ли один оборот, то ли два оборота он откручивается. Ну, не знаю, надо, короче, смотреть все это, тоже разбирать. Это, не знаю, родной, не родной. Ну, карбюратор такой маленький. Это фильтр. Вот, то есть...
Но у меня таких движков как бы не было в коллекции. У меня вот такой мопед, это вот первый. Вот. Классно все работает. Трос. Вроде бы все работает. Все классно. Бак. Так-то он не ржавый. Ну вот такие дела. Сейчас я покажу, как я увез. В Жиге. В багажнике. Ну, кстати, вот он мне еще сказал, что, возможно, он мне подгонит какие-то запчасти, там, за отдельную сумму. Ну, небольшую. Баснословную. Не хватает только... кстати, вот что не хватает, оси передней. Вот что не хватает. Покрышка оригинальная. Обод вот здесь, правда, вот здесь вот мятый. Вот. Камера, в принципе, нормальная, так что... Вот подгонит он мне сказал, там у него 2 колеса точно есть, и двигатель, кстати, есть такой же двигатель. Вот. Ну, посмотрим. Как бы кататься-то есть на чем. Это что я для коллекции взял. Ну, хорошо было бы восстановить. Ну, я не буду, наверное, перекрашивать, я думаю, потому что, ну, как бы краска здесь вообще прям хорошая. Тут вот такие вот бывают ржавчинки, но я их нейтрализатором. Потому что краска здесь, ну, просто, она вся хорошая. Я не буду его перекрашивать. Бак вот, конечно, только единственное, есть такие потертости, но я тоже, наверное, нейтрализатором как-нибудь все это доделаю. Или, может быть, лаком как-то подмажу, не знаю. Но хочется вот пока оставить в оригинале, как он есть. В общем, если кому понравилось видео, ставьте лайки. У меня еще такая техника есть. Сейчас вон Днепр буду доделать. Это на продажу, это так я на запчасти брал. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. У меня вон такой еще. Такие мотоциклы есть. Сейчас вон качку собираю. Там вон Панони стоит. Все на канале есть как бы. Еще хотел сказать, забыл. Этот мопед до меня висел 18 лет в гараже, на стене, там на гвоздях на каких-то специальных. Там дед сделал, короче. Вот. Это вообще как получается второй хозяин, наверное. То есть это его внук продал. Как бы с болью на душе. Но я ему сказал, что нормально руки попал, как бы я убивать его не буду. То есть ничего так не убиваю. Он еще такой вот есть. Наташку нагоняет. Такой вот есть у меня еще тоже велосипед на канале Аист. Минского производства. Тоже классный, кстати, аппарат. Сейчас думаю покрышки убрать вот эти вот родные. Поставить сюда изношенные. Ну, пока на изношенных кататься специально, потому что эти жалко. Вот эти оригинальные. Я их думаю помыть прям на глицерин, чтобы это. Вот, как бы увлажнить их. В общем, вот такой вот мопед. Может быть, буду видюхи выпускать. Как я его, например, там что-то чиню, там тросики смазываю, там движок разбираю. Так что ZIF 77. Вообще классный мопед.